Ну, я не считаю себя прям таким ботаником. Ну да, я зануда еще тот. Совершенно не важно, что у тебя за гитара. Ну, я перестал просить деньги у мамы. Не все должны заниматься вот этим вот делом. Меня депортируют и... Записываю ролик под фонограмму, кривляюсь. Такой. Ну, брат, ну за что ты так? Да, и мы очень надеемся получить хотя бы 50 тысяч просмотров с этого. Мус, привет! Мы находимся в Новороссийске. Ты тоже хотел поздороваться? Привет! Мы с Сашей находимся в Новороссийске в Surf Coffee, пьем вкусный кофе и снимаем интервью. Surf Coffee. Surf Ты Coffee? что? Ты что, совсем что? Ну ты же лингвист. Поехали! Очень интересно наверняка всем нашим зрителям узнать, чем ты пользуешься, какой твой став. Расскажи нам про свою гитару, про свой педалборд. И ты достаточно известная личность, я знаю, что ты являешься представителем множества фирм. Расскажи, каких? Много вопросов. Да, давай начнем. Эндорсер кого ты на данный момент? Ну, я эндорсер таких компаний, как Ernie Ball, это струны, поэтому мне не нужно покупать струны и варить их. А потом... Басовые шуточки. Потом я эндорсер компании Baton Rouge. Это замечательные немецкие гитары, которые сейчас не со мной, неважно. Клотц кабелей, это провода, моя коммутация. Tonewood Amp. Это замечательная штучка, которая дает ревер в гитару благодаря тому, что ты лепишь такого... А ты ей пользуешься? Фейсхагера сзади корпуса. Нет, ну, по крайней мере, не на концертах. Не на Для концертах. дома, для репетиции это замечательная штука. Хьюзен Кетнер, это комбоусилители немецкие. И, ну, я артист гитарной компании Loudon. Это мастеровые гитары из Ирландии. И вот на этой гитаре я играю последний год где-то. А можешь рассказать про эту гитару, потому что, в принципе, никто про нее ничего не знает, кроме колков. Ну, я скрываю, да. Скрываешь? Давайте дам инструмент. Ага. Это моя рабочая гитара на данный момент. Чуть-чуть уже потрепалась, но это ничего страшного. Это Loudon John Gom Signature, фирменная модель такого гитариста, как Джон Гом, одного из моих больших вдохновителей. И интерес ее в том, что у нее двойной топ. Спереди у нас ель, а под ней у нас кедр. Они склеены, что ли? Склеены под хитрым углом. Что, в общем-то, дает очень интересный тембр на стыке этих двух деревяшек. И при этом еще и достаточно выдерживает перкуссию в такой степени, что, в принципе, эти повреждения ничего не значат. То есть, ну, маловероятно, что я когда-либо протру в ней дырку. Ну, хотя я пытаюсь. Здесь у нас вишня, что очень нестандартный набор для такой гитары, но идея Джона была в том, чтобы использовать не вымирающие, не редкие и не дорогие породы деревьев, чтобы все было экологично. А на звук это как-то влияет? Она дает своеобразный звук, но в любом случае в том стиле, в котором я работаю, конкретно в том направлении, совершенно не важно, грубо говоря, что у тебя за гитара. Почему? Потому что при таком активном использовании датчиков, по факту, ну, мало чего остается от настоящего тембра дерева. По факту можно добиться похожего звука и на карбоновой гитаре, наверное. Влияет звук, конечно, если ты дома репетируешь, тогда важно, конечно, чтобы тебе самому нравилось. Но на концертах это совершенно не принципиально. Да, и здесь у нас еще есть верные лады. Это вот такие замечательные кривые порожки. И многие люди думают, что очень неудобно играть. Ну, фа-мажор действительно не очень удобно зажимать. Ну, к счастью, ты его не часто зажимаешь. использую, да, ну только у костра. Меня никто не просит петь. А на самом деле это очень удобно, это очень естественно для положения руки, потому что она у нас натуральным образом изгибается, когда мы переходим в более высокие позиции, да, то есть вот рука ходит вот по такой полуовальной траектории. К тому же это хорошо влияет на мензуру и на строй. То есть у нас бас удлиненный, вверх укороченный, тем самым я могу спускать струны ниже и сохранять вот эту стабильность струны, то есть при зажатии она не плывет. По крайней мере, не плывет так сильно, как это было бы с обычной мензурой. А самая низкая нота какая у тебя бывает? Ну, сейчас конкретно здесь какой-то хитрый строй. На шестой струне у нас ля диез. А ниже еще бывает? Ниже, ну, иногда бывает спускаю соль диез. Ну, вот даже сейчас я ее играю. Чуть-чуть, конечно, дребезжит, но при этом слышно ноту, она звучит стабильно, и, что самое важное, ее можно зажимать. Не происходит каких-то вот таких ужасающих подтяжек. Это вот одно из преимуществ такой мензуры, и при этом струны не супер толстые. То есть набор 1356 считается средним для акустических гитар, поэтому мне его хватает за глаза с такой мензурой. Что, Сань, тебя можно поздравить с окончанием университета? Да, меня можно поздравить, поздравляю. Поздравляю. Спасибо, с окончанием, братан. да. Спасибо. И кто ты теперь? Я теперь бакалавр.
Бакалавр чего? Лингвистики и фундаментальной прикладной. Ничего лингвистики. себе. И много ты этому времени посвятил? Я посвятил этому 4 года. Ну и как? Хорошо. Чувствуется приятно. Такое А о чем диплом был? на душе. О чем диплом был? Да. Мы это обрежем, да, чуть-чуть? Да, Чтобы я сразу фразу сказал. Да. Я его прочитал перед тем, как защитить. Мгм. И он называется Как он «Специфика перевода лингвистических терминов с английского языка на русский». называется? Ох, ничего себе. Дай-ка я тебе петличку поправлю. Брат, я так старался. Смотри, что у меня на голове случилось. Это был слишком жирный флекс. Ага. Ты сам его писал, диплом? Но я его защищал сам. Защищал сам, но это уже много. Защищал. Скажи, пожалуйста, тебя кто-то поддерживает вообще в твоих начинаниях музыкальных? Кто-то вдохновляет тебя из близких родственников? Ну, мне так повезло, что никто никогда не был против того, чем я занимался. Ну, моя семья всегда меня поддерживала, несмотря на то, что они
Ну, моя мама вечно горела за то, чтобы я закончил университет, и это все как бы в основном ради родителей я это делал, чтобы они успокоились. Вот, но она всегда параллельно с тем, что заставляла меня учиться и заниматься этим делом, она всегда поддерживала мои музыкальные начинания, и они поддерживают до сих пор, они помогают мне. Я очень рад, что вот так мне повезло, что никто не говорит, что музыка нельзя зарабатывать. Мама не против музыки? Ну, мама не против, ну пока она деньги дает, я как бы... Пока мама дает деньги? Давай. Музыка или мама? Давай оставим это загадку. Да. Саня, ты сказал про датчики. Скажи, пожалуйста, что здесь за датчики у тебя стоят? Да, датчики у меня здесь относительно новые, я о них еще, кажется, нигде не рассказывал. Основная система — это Fishman Rare Earth Blend. Это микрофон, склеенный с магнитным звукоснимателем, с хамбакером электрогитарным. Он выходит в стереовыход, вот здесь вот, и потом расходится на два моносигнала. Это отдельно микрофон и хамбакер. Поэтому я могу контролировать их отдельно, эквализировать, компрессить, накладывать разные эффекты. Это основной гитарный сигнал. То есть мои струны, микрофон дает чуть-чуть живости гитары. Второй сигнал — это Fishman BP100, BP100. Это контрабасовый звукосниматель, просто два пьеза, вот здесь и вот здесь. Ну, они внутри, очевидно. Отстроенные таким образом, что моя бочка звучит как настоящая бочка, и ее можно отстроить отдельно, не цепляя струны, не цепляя гитарные частоты. Благодаря noise gate, компрессорам. Это второй сигнал. То есть эти три сигнала — фундамент гитары. То есть ты бочку снимаешь, и у тебя находится звук здесь? Да, бочка, один пьезо находится здесь. То есть ты не ставишь, как здесь. Максим Ярушкин, вот чисто. Это очень, эти пьезы такие чувствительные, что если я поставлю ее здесь, это будет просто пик. Я экспериментировал с этим, с позициями очень долго, поэтому внутри, если посмотреть, там все искорежено. Вот, но да, я сначала ставил ее сюда, потом я понял, что в это место бить нельзя, потому что просто пик такой сильный, что он закрывает полностью остальные струны, и это можно посмотреть на некоторых моих живых записях, вернее, услышать это в полной мере, когда ты там играешь аккорд вместе с бочкой, и аккорд звучит в духе электронной музыки. То есть, да, бочка полностью перекрывает первую атаку. Сайдчейн получается, да. И логика в том, что у меня есть бочка, которую я отдельно контролирую, некая базовая перкуссия, которую я использую через микрофон, и струны отдельно. Поэтому, получается, у меня уже 3 инструмента есть внутри этой гитары. Еще одна идея, которая вот пришла мне относительно недавно, я уже полгода с ней экспериментирую, это пьезы K&K. На самом деле, любые пьезы подойдут. У меня 3 пьезы вот здесь и 2 пьезы вот здесь. И они выходят в 2 отдельных выхода. То есть есть вот этот сигнал и есть вот этот сигнал. Неспроста они раскиданы по разным частям гитары, потому что когда я срезаю все частоты ненужные, там низ и середину, у меня остается только верх, такой очень приятный, чесательный. Поэтому у меня, получается, есть левая перкуссия теперь и правая перкуссия. И тем самым я могу выделить конкретно вот эти места на гитаре. Допустим, если я играю перкуссию вот такого рода, я могу контролировать мою бочку отдельно, могу контролировать микрофон и могу контролировать еще и вот этот момент шейкера. И при этом, более того, эта часть у меня полностью разведена влево, панорамирована, а эта часть полностью уходит вправо. Таким образом, когда да, мы играем в стерео и делаем вот такой вот прочес, у нас получается такая 3D-картинка, то есть звук начинает справа формироваться, потом идет как бы в середину вот здесь, потому что здесь нет пьеза, здесь микрофон, и потом уходит влево. Поэтому у слушателя появляется ощущение, что вот гитара как бы повсюду пролетает. Surround. Да-да-да, Dolby Digital. Dolby Digital. Слушай, а вот это что у тебя сзади прилеплено там такое? Это да. Мое волшебное изобретение, любезно предоставленное мне моей мамой. Это полотенце. Полотенце с собой? Полотенце. Взял полотенце и плавки. Новороссийский же как раз. Полотенце, обшитое вот такой вот замечательной тканью плотной, и к ней пришита велкро, полоска велкро. А здесь приклеена другая полоска велкро. И таким образом я могу вот так вот легко цеплять эту подушечку, и она создает мне вот такую вот замечательную опору, когда я играю стоя. Чтобы наклонить, да, инструмент? Да, чтобы можно было лучше видеть флажолеты. Это просто, в общем, удобно для тэппинга, для вот таких продвинутых техник. Первым я эту такую систему увидел как раз у Джона Гома, но, кажется, до этого ее еще и Джимми Хендрикс использовал, что-то подобное. Ну, то есть это просто технический момент. Он выглядит немного странно и, может быть, даже смешно. Но пока у меня нет пивного пузика. Ну, все впереди. Я стараюсь каждый день. Завтра пойдем. Завтра пойдем. Давай сегодня. Давай сейчас. Хорошо. Как ты отдыхаешь?
как я отдыхаю. Расслабляешься, да. Потому что смотришь в интернете, ты постоянно то там выкладываешь видео, туры и так далее. Ты же отдыхаешь. Да, я иногда отдыхаю. Просто в интернете я не хочу показывать, что у меня есть жизнь. Лайв-канал. Да, канал. В интернете я только даю концерты, делаю видео или провожу всю жизнь в студии. Ага. А вживую я люблю вот выезжать с друзьями, как сейчас, например. Тут у нас море рядом, но мы еще ни разу не купались. Ну, И мы вряд щас ли пойдем. будем. Сейчас пойдем, да? Горячо. Слушай, а Вот. пока здесь, может быть, в разных местах заснимем видео, не только в кафе? Да не. Нет? Ты сам организуешь себе концерты, туры? Когда-то было такое дело, что я организовывал себе сам выступления. Ну, в основном это было по Краснодару, в небольших заведениях, чайных барах, где люди сидят по-турецки и пьют чаек и слушают музыку. Это замечательно, но там лишь могут тебя слушать 12-15 человек. И, как оказалось, к сожалению, за эти годы моя аудитория конкретно в Краснодаре не выросла. Ну и не уменьшилась, к счастью. А вот зарубежные туры? Зарубежные туры я просто жду правильных предложений. Я ничего не могу это делать сам, потому что это просто невозможно и выглядит как безумие. Писать кому-то в другую страну, искать какие-то места самому, и при этом ты же еще хочешь не потерять на этом деньги. У меня есть менеджмент в итоге, скажем так, агенты по Европе, по Азии,
по Британии, которые в случае чего организуют мне тур. Ну и мы уже согласовываем, сколько дат, цены, места, рекламу. Ну и, как правило, это как минимум там 7 концертов. Ну, максимум я играл в туре 15 или 14 концертов. Понял. Это весело. Рассказывай, что у тебя есть. Ты хотел про Клодс рассказать. Да, вот Клодсы такие были достаточно добры и сделали вот такой замечательный провод для меня. Это мультикорд, внутри него вот здесь есть 4 входа, Ты которые... не путаешься? Ну, они разноцветные, к счастью. Ага. Если бы я не был дальтоником, вообще помогло. А так хотя бы, ну, хоть что-то. Так. Есть выходы, их Ага. 4, но один стерео, поэтому с этой стороны мы имеем 5 выходов. 3 сюда идет, 2 сюда. И того мы имеем вот 6 каналов в микшере. Мгм. Потому что, как известно, если ты выпускаешь из гитары 4 и потом делится на 5, ты получаешь 6. Ну да, практически сложилось. Вот. Но на Ага. самом деле фишка в том, что перед тем, как мы используем магнитный звукосниматель, мы пускаем его через педальку октавера. Super Octave — это мой бас, фундамент всего, чего только можно, и без этой педали я чувствую себя плохо и неуютно. Сигнал из нее делится надвое, и дальше магнитный звукосниматель идет через цепь педалей, через whammy, то есть педалька, которая издает такой интересный звук, потом перегруз, это Harley Benton Overdrive, и, собственно, все. И потом она заходит в микшер. То есть не так много и педалей у тебя? Не так много и педалей, но самый главный юнит в плане эффектов — это вот эта штучка, это Line 6 Helix FX. HX FX. И это моя голова в плане эффектов. Я до этого использовал много педалей, там реверы, дилеи отдельные. Я помню, боссовская была. Было много боссовских педалей, но Конструкция. сейчас я понял, что это намного проще, потому что здесь можно забить пресет для любой композиции и внутри поставить до 6 эффектов одновременно, которые ты можешь включать. Причем любые эффекты и очень тонко настраиваемые. То есть вплоть до того, что на ревере ты можешь срезать низы, середину и получать то, что тебе нужно. И сколько сейчас пресетов у тебя? Ну, в принципе, под мою концертную программу здесь плюс-минус 12-15 песен забито, и причем есть некоторые пресеты весьма универсальные, которые я могу использовать для нескольких композиций подряд, для 3-4. И это очень удобно, потому что тебе не нужно наклоняться, ничего крутить и не записывать там на бумажечках положение крутилочек. Ну, то есть я до этого страдал такой болезнью, но это очень неудобно. А голова всего этого — это вот этот замечательный микшер QSC Touch Mix 8. Сюда заходят все мои 6 каналов, то есть 5 гитарных каналов, микрофон, хамбакер, левая перкуссия, правая перкуссия, бочка и октавер отдельно. Кошмар. И поэтому у меня тут получается 6 каналов, я отдельно все это контролирую, и я это воспринимаю как настоящий бенд. То есть у меня есть басист, то бишь октавер, который, ну, чисто октаверный звук, он очень плохой сам по себе, но в миксе он всегда помогает. И, само собой, у него там своя настройка идет. Левая, правая перкуссия — это, не знаю, бонго, ну, какие-то перкуссионисты, бочка, и что там, хамбакер — это струны, и микрофон — это просто общая гитара. Поэтому это все делится как настоящая рок-группа, что очень удобно. А это что за коробочка? Эта коробочка самое важное, что у меня есть в жизни. А это не канифоль? Это канифоль, да. Ага, вот она не играет, оказывается, просто так Да, палочка. я достаточно слаб, поэтому я не могу открыть эту коробочку. Ага. Вот, да, просто кусок смолы, который со мной Все-таки ты натираешь эту палочку канифолью, объездил да? весь мир. Я Ну, много я чего про... натираю. Я про вот эту палочку. Вот моя палочка, та самая, которую не принято говорить вслух. Да, и перед каждым концертом я вот так вот наклоняюсь и делаю вот так вот. В принципе, я могу продемонстрировать, как я это делаю. Спасибо. Вот ты ездишь по разным странам, скажи, публика сильно отличается? Публика? Зритель, да, где тебе больше нравится играть? Я думаю, мне нравится играть везде, потому что публика везде разная, конечно, в силу менталитета, в силу каких-то культурных традиций сложившихся, но нигде никогда я не встречал плохих людей, везде все проходило отличным образом, и везде моя музыка находит отклик. К счастью, я очень благодарен этому. Это просто удача. Но это не должно было быть так обязательно. Просто так случилось, и я очень рад, что я как бы в состоянии играть авторскую музыку. И при этом люди слушают, люди это ценят, люди меня поддерживают, и это вдохновляет заниматься этим еще больше. А русская публика сильно отличается от зарубежной? Нет, русская публика замечательная. Те несколько концертов, что я в этом году отыграл в России, вот, к сожалению, несколько, всего лишь 3 или 4, они все прошли замечательным образом. Вот у нас был замечательный фестиваль в Москве, где мы играли с Павлом Степановым на одной сцене, может, ты слышал о таком. Даже там, как бы, несмотря на то, что было много гитаристов, и, казалось бы, все такие конкуренты, ай-яй-яй, давайте сейчас посравниваем, кто стучит громче, и при этом даже там
публика максимально тепло всех принимала, и мы все друзья, все хорошо прошло. Это замечательное воспоминание. Да, это было очень круто. Это было очень здорово, и я очень хочу, чтобы Юра организовал что-нибудь такое. Юра, следующий Юра, фест от пожалуйста, тебя. вот здесь. Лучше здесь, да, давай в Геленджике. Ну, в Новороссийске. Да-да-да. Ну и в Геленджике. В первую очередь ты стал известным благодаря Ютубу. Скажи, кто занимается твоим каналом? Я всегда занимался своим каналом сам, и очень часто мои ролики не соответствовали какому-то приемлемому качеству, потому что я никогда не вкладывал в это много сил, вот как в последние 2-3 года. Поэтому как бы качество на канале роликов всегда прыгало от совсем плохо. Но при этом до качество терпимо. никак не влияет, как я понимаю, на количество просмотров. Влияет. Влияет. Ну, как бы сейчас я стараюсь держать некую планку качества, то есть, чтобы звук был студийный, чтобы видео было смонтировано под фонограмму. А вот такой Чтобы вопрос. не Очень же много классных гитаристов, которые ведут свои каналы, но у них нет такого количества просмотров, как у тебя. Как ты думаешь, с чем это связано? Ты рекламировался как-то или как вообще получилось так, что вот у тебя миллионные просмотры? Я не знаю, это, думаю, удача и настойчивость в том, что ты делаешь, и все. То есть рано или поздно тебе повезет, если ты выкладываешь. То есть тут нет если ты- рекламы никакой? Ну, рекламы нет, конечно. Ну, то есть, потому что купить просмотр легко, да, допустим, на Фейсбуке можно вложить, там, не знаю, $700 Мгм. и получить почти гарантированно пару миллионов просмотров на любом видео. Ну, только какой толк? Это просто люди, которые случайно наткнутся на ролик и пролистают его. А получить именно органический охват, то есть люди, которые не только посмотрят, но и желательно еще и поделятся, лайкнут, и еще и вообще хорошо было бы, если бы они потом найдут тебя где-то, подпишутся, то это совсем другое дело. Большая удача нужна. То есть последний мой ролик реально вирусился уже, наверное, 1.5 года назад. Ну, то есть становился прям Ага. натуральным образом А это на какой суперпопулярным. композиции? Я думаю, ну, это был Careless Whisper. Ага. Ну и с натяжечкой «Пираты Кариб», который я делал относительно недавно, но там как бы не то, чтобы было супер много просмотров.
Куда бы ты хотел бы слетать еще? Ну, самая большая не мечта, но цель – это пробиться в Америку, чем я сейчас очень сильно занимаюсь, потому что это проблематично, я террорист, и всегда с собой ношу немного патронов ввиду моего места рождения. Да, и это проблема, то что русским людям тяжело туда добраться, тем более я же не турист. Я должен там работать. То есть грин-карта там? Не грин-карта. Ну, хотя было бы неплохо, но это если там, может быть, в будущем. Подработать в кофейне. Хорошая жена не подвернулась. Вот. И я должен там зарабатывать официально, потому что если меня заметят за этим делом и сообщат в полицию нравов, то меня депортируют и лет на 5-10 ограничат въезд, что повлияет еще и на мои другие поездки. В общем, это будет такое большое пятно на визовой истории. Поэтому мне нужно в первую очередь получить визу артиста, которая мне позволит туда ездить без каких-то временных промежутков, перерывов в течение нескольких лет, и это будет мультивъезд. И при этом я смогу там официально зарабатывать деньги, играть по контрактам, и это будет большой прорыв, потому что у меня много аудитории в Америке, я очень этого жду. Это не мечта, то есть если этого не случится, это случится когда-нибудь позже. Но на данном этапе это такая цель, которая стоит. Ты сказал по поводу заработка. Давай поговорим про это. Сколько ты зарабатываешь сейчас? Сколько я зарабатываю? Да. Ну, я перестал просить деньги у мамы вчера. Да? Классно. И все. А сколько ты у мамы просил денег? У мамы просил, ну, много. Ну, как бы, ну, да. Мам, купи гитару. Мам, купи гитару. Мама, у меня тут эта поездка, можешь мне гонорар устроить? А какие средства заработка? Большая часть музыкантов зарабатывают каверами, выступлениями, да, и преподавательской деятельностью. А чем ты зарабатываешь? Это хороший вопрос. И вот к теме о зарплате, скажу так, я могу себя сам содержать сейчас, это очень хорошо. То есть это показатель того, что да, музыкой можно зарабатывать. Основные источники дохода таковы, что я могу, в принципе, не ездить и не турить. Я это делаю, потому что я музыкант старой формации, как оказалось. Я все-таки люблю турить, люблю играть музыку вживую для людей, для реальных людей. Основные источники дохода — это партнерка YouTube или Нет, что? как раз это не партнерка YouTube, потому что все эти просмотры в YouTube, они приносят очень мало денег. Даже если у тебя миллионы просмотров, это нужно делать регулярно на протяжении, там, не знаю, каждую неделю зарабатывать миллионы просмотров, чтобы на это можно было жить. Поэтому не, YouTube приносит очень мало денег. YouTube не хватает на то, чтобы там, ну, я не знаю, сходить в KFC несколько раз, так, плотненько, может угостить даже кого-то. В основном доход идет от продажи музыки в интернете через все сервисы. Мы говорим и диски, которые я с моего нового веб-сайта продаю, заходите на него, я только недавно его открыл, пожалуйста, там есть табы, они все по $5, но для русских людей есть специальные цены, заходите, там вкладочка ВКонтакте, пожалуйста, контактируйте, купите хоть что-нибудь. Вот. И... Вот, я продаю диски, продается музыка на всех музыкальных сервисах в интернете, Spotify, Google Play, вот эти все. И по всему миру это покупается, это стримится. И в итоге я имею с этого ежемесячный доход, который весьма приличен. И к тому же, да, я делаю концерты, я постоянно в дороге, это тоже приносит мне доход. Почти перестал заниматься с учениками по скайпу, у меня было несколько, но сейчас как бы у меня совсем на это нет времени. И я не могу заниматься регулярно, что, в принципе, теряется весь смысл этих занятий. Я понимаю, что вряд ли я смогу дать результат, когда я дома, а завтра я месяц в Китае с плохим интернетом. А вот с концертами, как я понимаю, основной гонорар от концертов тебе приносит продажа твоих дисков? Нет, ну как бы концерт — это в первую очередь гонорар. Ага. И как бы с гонораром тоже дешевить нельзя, как правило, чтобы все не думали, что тебя можно на корпоратив за бутылку водки пригласить. При том, что я не играю на корпоративах. Но если только вы не предложите 2 бутылки. Вот. И поэтому, да, есть гонорар. И, как правило, все, что сверху достается тебе от мерчендайза, ну, в моем случае это пока только диски, к сожалению, это все идет в твой карман. То есть, таким образом, на мерчендайзе после успешных концертов можно чуть ли не удвоить гонорар. Слушай, а мерч, ты говоришь, хочешь мерч сделать, да? Да, я очень хочу сделать мерч. Но... А в каком это виде будет? Диски — это прикольно, диски всегда продаются как сувениры, но я понимаю, что это работает уже не на всю аудиторию. То есть, кому-то хочется флешки, каким-то особенным фанатам хочется DVD с концертами, хочется футболки с крутым дизайном, которых у меня нет пока, я должен этим заняться. Вот. Ребята, пожалуйста, если дизайнеры смотрите, предлагайте Саше Мисько дизайн его футболок. Да, это будет прикольно. Лучшую футболку мы возьмем в Мы тираж. Подарим Паше Степанову. И мне подарим. И он будет до конца жизни в ней ходить. Видеоролики ты сам снимаешь? У меня есть оператор, который этим занимается. То есть сначала я иду в студию, ну, вернее, сначала я пишу музыку, ну, или там аранжирую тему, иду в студию, все это записываю, потом мы все это со звукорежиссером обрабатываем, доводим до ума, потом я иду с этой фонограммой в горы, в лес, хотя чаще всего на какую-нибудь там улочку Краснодара, и записываю ролик под фонограмму, кривляюсь. А монтируешь сам?
Монтирую, да, сам. И... Сразу вопрос, а в чем монтируешь? Монтирую. Давайте не будем об этом. Профессиональный вопрос. Профессиональный вопрос, да. А цветокор? Цветокор, Movavi видео эдитор. В общем, да. И все, после этого, в принципе, ролик готов. А ты продумаешь описание, теги, вот этим заморачиваешься как-то? Или ты просто пишешь там Александр Мисько, гитара крутая? Ну, видимо, ты не смотрел мой канал. Я смотрел твой канал. Немного. Ну, блин. Это было обидно. Давай закончим. Может, я не буду отвечать. Не, ну теги же их не видно. Да, дело в теге, да, конечно, я знаю, как работают теги на YouTube. Вкратце, это идея в том, что никто не найдет тебя по запросу акустическая гитара или, там, не знаю, кавер на известную песню или музыка для души. Нужно как можно более специфически вводить наименования, чтобы люди, ищущие что-то очень весьма специфическое, находили именно тебя. Например, это не по каким запросам тебя находят? Я не проверял, потому что для каждого видео это свой запрос. Ну, например, если мы пытаемся продвинуть какой-то кавер, мы не просто пишем там, не знаю, Nirvana, и даже не Nirvana кавер, и даже не Nirvana гитар кавер, потому что это все еще недостаточно. Этих каверов слишком много, и твой ролик будет где-то там на 20-й странице поиска, дай бог, и, ну, короче, это малоэффективно. Самый лучший вариант, как можно точнее все написать. Если у тебя вот конкретная песня Нирваны, ну, а какая еще, да, ну, Smells Like Teen Spirit. Да. И вот ты пишешь Nirvana, Smells Like Teen Spirit, гитар кавер, а еще лучше Nirvana, Smells Like Teen Spirit, фингерстайл кавер. И тогда у тебя шансы прям вот повышаются, то, что тебя найдут. Люди, и для тебя это было достаточно, чтобы это выстрелил в видео? Ну, я пару просмотров с этого, наверное, поимел. Саш, у тебя в интернете образ ботаника. Ну, брат, ну за что ты так? Ну вот, а вот так нет. А вот так нет. В жизни ты совершенно не относишься к этому типу людей, темпераменту. Вспоминаю, как мы с тобой ходили в клуб. И ты танцевал в течение 5 часов под дарк-техно. Это было круто. Ты хотел бы поменять свой образ в интернете? Или ты будешь придерживаться той же подачи? То есть человека, который с целыми днями сидит за гитарой, в очочках? Я не знаю, на самом деле. То есть я не сказал бы, что в интернете я сильно другой. Конечно, я не могу там говорить и глупо шутить, что меня сильно напрягает, само собой, но я не считаю свой образ каким-то неправильным или создающим какое-то впечатление, которое потом кардинально отличается с тем, что происходит на сцене. Я, наоборот, нахожу это достаточно забавным, то, что люди приходят на концерт, ждут меня, и я выхожу такой в рубашечке, с гитарочкой, в очочках, потом начинаю трясти головой и играть что-то металлоподобное. И глупо шутить. И как бы... 3-2-1. 3-2-1, и бегать по залу. То есть это, наоборот, создает такой хороший диссонанс в голове. А в Ютубе как бы... Ну да, я иногда вот пилю ролики без очков в последнее время, ну просто чтобы как бы... Ну... А ты не думаешь, что секрет твоего успеха как раз этот образ? Я не знаю, если честно. Ну изначально, да, был прям такой ботаник с такой вот прямой челочкой, который сидел на диване. Вам нравится моя челочка? Смотрите, уже даже... до рта дотянулась. Господи, какой бред. Вот. И изначально это был такой образ. Возможно, это было странно и привлекательно. Потому что чувак, типа, сидит чувак и там играет Нирвану внезапно. Или сидит чувак и гитаручку играет. И никто не смотрит, ну, как бы не смотрит на то, как он выглядит, и это кажется настоящим. Потому что это как будто соседний парень из школы. А со временем, как бы, ну, я не считаю себя прям таким ботаником. Ну да, я зануда еще тот, но при этом очки, ну, я не знаю, мне кажется, такой образ парня идеального для вот дочки маминой подруги. То есть такой прям идеальный зять. Такой вообще ни к чему не придерешься, знаешь, ни пирсинга, ни длинных волос, ни татуировок. Я даже не матерюсь, видишь, в интервью, я сдерживаюсь. Похвально. Ну ты можешь запикай хоть что-нибудь, просто вот случайно. Я сейчас что-нибудь буду говорить, давай что-нибудь. Ах ты, я тебя сейчас как... Должно сработать.
Ты сюда приехал сейчас в Новороссийск не только, чтобы снять интервью, но и записать новый клип. Что за новый эксперимент у тебя? Да, я в Новороссийске с друзьями, и не с тобой. Да, я так и понял. Да, ты как бы... Так. Вот. Следующий мой клип, который я очень надеюсь выпустить через пару недель, но поскольку это видео ты будешь монтировать в течение полугода, он уже вышел к тому времени, когда вы это смотрите. У меня есть этот товарищ новороссийский, мой хороший друг, братан Дмитрий Топоров. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки. Это, я считаю, самый лучший басист у нас в России. Потому что он занимается фьюженом, фингерстайла, баса и всего вот этого крутого. Черпает вдохновение тоже где угодно, в фингерстайле в частности, и совсем как бы по своему подходу не напоминает басиста. Решили с ним сколлаборироваться и написать произведение, которое мы писали вот 3 года, каждый день по 8 часов. И в итоге мы за эти годы собрали опус магнум, который мы выложим. Вот очень скоро мы вместе будем выкладывать. Вот так вот, рука на руке. Мы очень ждем... На твоем канале? На моем канале. Ну, конечно, мы вообще... Как глупо. Да, и мы очень надеемся получить хотя бы 50 тысяч просмотров с этого органическим охватом. Очень надеюсь, что вам понравится, потому что мы старались. И да, и через несколько дней я отправляюсь в Австрию учить, преподавать музыку вместе с моими самыми большими вдохновителями Джоном Гомом и Престоном Ридом. О, класс. Наконец-то я получу их автографы на гитару. А у тебя нет автографа Джона Гома на гитаре? На другой гитаре. На Батон-Ру. На Батон-Ру, на Сюзанне. Да. Сань, вспомнил, твою первую гитару звали Лариса. А вторую гитару? А вторую гитару звали Сюзанна. Серьезно? Сюзанна? Это Батон-Руж? Да, это Батон-Руж. Третью гитару звали Мисько. А Лондон? Мисько? Мисько. Не, это не Мисько. Вот Мисько. Мисько, да. Третья гитара. А как зовут вот эту красотку? Это, если честно, как-то к ней имя не пришло, потому что я не уверен, это мальчик или девочка. Потому что мне кажется, это мальчик. Ну, то есть очень... То есть ты по мальчикам? Ну, как бы да, ну в последнее время, знаешь, разочаровал. Вот, и поэтому, ну, мне кажется, что это мальчик. Имени еще ему не придумалось, поэтому... Просто, да, гитара. Ну, то есть имя приходит, как правило, случайным образом, и если оно зацепилось, то оно зацепилось. Тебе сейчас делают новый инструмент. Да. Что за инструмент?
И кто делает? Мне делают новый инструмент компания Baton Rouge, в которой я являюсь артистом. Мы делаем совершенно странный инструмент, который не похож на Baton Rouge, и который от Baton Rouge будет иметь только логотип. Это такой прототип будет интересный, с кучей плюшек, которые вот я за эти годы подчерпнул из моих предыдущих гитар, от Лаудена, на котором я вот играю сейчас, и от предыдущих Baton Rouge. Это будет что-то особенное. Если это получится, я надеюсь, к концу года мы уже успеем это сделать, то это будет мой новый концертный инструмент, причем супер экспериментальный, но с одним грифом. Поэтому не сильно, не настолько. Как это один гриф? Ну, я пока не чувствую себя готов. Давай так, как придет этот инструмент, мы снимем обзор. Да, давай. Супер. Но если ты заплатишь. Обязательно. Я тебе угощу кофе. Ой, ну давай, давай заранее. Серф кофе. Медиатор. Медиатор. Это что такое вообще? Что за предательство фингерстайла? Зачем тебе медиатор? В последнее время я очень наконец-то ударился в тему медиатора, потому что, глупо себя ограничивать какими-то там техническими предрассудками. И я люблю не только фингерстайл музыку, но и, как правило, очень тяжелую музыку. И, как правило, медиатор в этой музыке работает самым замечательным образом. Не сравнится с ногтями и со всем остальным. Поэтому... То есть мы скоро услышим что-то с медиаторной техникой? Я не знаю, что-то будет ли это в фингерстайле, да. Мне нравится гонять рифы 3-2-1, 3-2-1. Саня, твоя популярность, она как-то влияет на отношение к тебе противоположного пола? Давай не будем о больном, а? Ты видел мою статистику аудитории в Инстаграме? 80% мужчин, большинство из них из Индии. А женщины все за 60? В лучшем случае. В лучшем случае. Но я не привередливый. Смотри, суть в том, что, да, так получилось, что фингерстайл пока не только не может вылезти из рамок музыки белых мужчин, средневозрастных музыкантов, что я очень пытаюсь вытащить оттуда, и мы все пытаемся. Но пока так, да, большинство фингерстайл-гитаристов белые мужчины средневозрастные. И еще одна проблема, то, что здесь очень мало женщин, играющих фингерстайл, к сожалению. И в аудитории иногда, непредсказуемо бывает. Если эта аудитория мастер-классная, то есть люди, которые пришли у тебя учиться, это 100% одни мужчины будут, почти за исключением там нескольких женщин. Но если концерт, то по-разному. Проблема вообще в том, что в стиле мало женщин, и это отражается на настроении, в общем, на ментальном состоянии, это, конечно, отражается. В смысле, ты грустишь? Я каждую ночь представляю, как фингерстайл играют средневозрастные белые женщины. Мне становится... И засыпаешь. Теплее на душе. Саша, а ты играешь на праворукой гитаре, а на левой руку можешь? На леворукой гитаре? Только для тебя. Как на нормальной гитаре. Только для тебя, Павел. Продемонстрируешь? Ты принес свою гитару. Да. Поэтому я предлагаю тебе сыграть что-нибудь... Немножко страшно. Сыграть что-нибудь на моей. Ой, это не получится же. Подожди, как тебе нужно подавать инструмент? Давай будем джемить. Джентить. Вот. На самом деле, да, я делаю вид, что умею подстраивать на слух. Было время, когда я играл в прогрессивной метал-джент пост-рок группе. А есть записи какие-то? Есть записи, но они гаражные, записанные там, грубо говоря, на телефон. Нет. А даже для нашего канала? Только для нашего канала. Для нашего канала. Он тогда станет нашим. Мне нужна часть акций. Вот. И поэтому, да, вышло так, что наш ударник, который в группе, очевидно, был ударником, еще и был гитаристом в другой группе, и у него была электрогитара. У меня не было электрогитары, до сих пор у меня ее нет. Поэтому я пользуюсь всякими перегрузами на акустической гитаре. И не было выбора, так как нужно было играть на электрогитаре, очевидно. Я брал его гитару, и осваивал, и писал музыку на ней. И до сих пор я что-то помню из того, что мы играли, и это такой опыт игры в группе, которая, к сожалению, развалилась потом. Мы все еще видимся и дружим. Ничего себе. Да, и остался опыт такой, что я не боюсь играть на перевернутых гитарах, то есть я прекрасно знаю, как строятся аккорды, и у меня мышление сразу перестраивается. Конечно, некоторые вещи сложно зажимать, нужно тренироваться, но в общем-то это не очень сложно. И вот, допустим, одна из тем, которую мы давно-давно писали. А вот на ту камеру лучше. Да, сейчас я поверну, чтобы было максимально хвастливо. Да, у нас тут дроп D. Поэтому, что-то вот такое построчно-математичное с кривыми размерами.
Как раз Саня пока медитирует, хотел задать вопрос, Сань. Да, слушай. Что у тебя сейчас в плеере стоит? В плеере? Да. Какая музыка тебе интересна? Вот Да. есть сейчас вот фавориты? Фавориты на данный Да. момент. С каждым годом я ухожу все глубже. 3, 2, 1. И все ниже. Да, я в последнее время слушаю очень много тяжеляка, причем тяжеляка, который совсем тяжеляк, тяжелее дескора, слэминг, брутал дэс, слэм, дескор, грайндкор и все вот в таком духе. Поэтому я большой любитель вокалов на вдохе, считаю А мама замечательными и красивыми. Мама привыкла. Привыкла. Она приняла. Принятие долго, конечно, происходило. Она такая: ну, сынок, ну ты уверен, Потише сделай. ты уверен, что это полезно для твоего мозга? А я такой: ну, как видишь, музыку-то красиво пишу. Саня, а тебя узнают в России? Вот ты идешь по улице, к тебе подходит, говорит: это ты тот чувак, который был у Урганта. Ургант греет душу. Да. Да, ну иногда случается, но очень редко. И, к сожалению, в самых непредсказуемых местах. В Краснодаре как-то меня в какой-то шаурмечной узнали, что было очень странно и неожиданно. После московского фестиваля фингерстайл вот пару раз в Москве узнали. Ну, раза 4 даже. Да, я тебе это скажу. было это был прям абсолютный рекорд, на самом деле. Потому что, ну, я прекрасно понимаю, я в таком жанре работаю, который, ну, наоборот, хорошо, что никто не узнает, на самом деле. Ага. То есть ты чувствуешь себя нормальным Свободным. человеком, и я и есть нормальный человек. Я не звезда, я не гоню за этими просмотрами. Я рад просто, что у меня есть возможность сделать то, что мне нравится, и при этом это такой отклик находит по всему миру. Саша, а можешь дать какие-нибудь советы начинающим музыкантам? Ну, смотря чего этот музыкант хочет добиться, потому что, опять же, самое главное, это не совет, это просто наставление, получать удовольствие, потому что совершенно не нужно прыгать выше головы, заниматься через силу. Все это делается ради удовольствия. То есть до тех пор, пока ты сам получаешь радость, удовлетворение и эйфорию от того, что ты делаешь с инструментом, совершенно не важно, на каком уровне ты играешь. Поэтому нельзя там в любом случае винить там людей, которые, или осуждать людей, которые там играют 20 лет на гитаре одни аккорды и чувствуют себя замечательно. Это не потому, что они не хотят развиваться, это потому, что им комфортно на этом уровне. И это очень важно понимать. Не все должны заниматься вот этим вот делом. Не потому, что это что-то особенное, потому что это просто не всем нужно. У каждого свои потребности. Ну, а если хочется заниматься вот этим делом, то тут, опять же, нужно регулярность занятий. Неважно, сколько ты играешь вообще в день часов, важно, что ты играешь каждый день. То есть 10 минут каждый день намного эффективнее, чем 20 часов каждое воскресенье. Потому что ты все забудешь за это время. И постоянно изучать что-то новое. Вот это самое важное. Не стоять на месте, не зацикливаться на одном жанре, на одном гитаристе, потому что самое опасное, когда ты развиваешься, это когда мы все неизбежно проходим этап, скажем так, проявления каких-то признаков клона в своей музыке, своего самого большого вдохновителя. Это очень опасно, и я думаю, многие знают, сколько клонов Томми Эммануэля есть. Люди, которые играют на одинаковых гитарах, с одинаковым автографом вот здесь, с одинаковой одеждой, одинаково двигаются, улыбаются, играют ту же самую музыку. То есть это здорово. Это хорошо, то есть здорово, что люди этим занимаются, но не здорово, что они никогда не будут лучше Томми Эммануэля. Это зачем это вообще нужно? Поэтому очень важно искать свой стиль. А свой стиль, он просто так не приходит. Для этого нужно постоянно изучать разные жанры, и с чем они будут непредсказуемее и интереснее, тем свежее, как правило, будут твои идеи в акустической музыке. И не только акустической. То есть акустическая музыка — это лишь там часть того, чем можно заниматься.
Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеемся, что вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Музкласс. Не подписывайтесь к Саше Мисько, у него и так много подписчиков. Ну, братан. Ладно, подпишитесь, так уж и быть. До новых встреч, пока-пока.